В одном из залов библиотеки Колумбийского университета в Нью-Йорке хранится кусок древней глины размером не больше человеческой ладони. На нем нет имени автора, нет даты создания, нет объяснения того, что хотел сказать неизвестный писец почти 4000 лет назад. Только 15 строк клинописи и странная последовательность чисел. На первый взгляд, обычный фрагмент древнего документа, один из тысяч, которые пережили падение цивилизаций, войны и тысячи лет забвения. Но именно эта маленькая табличка заставила ученых задать неудобный вопрос: а действительно ли греки были первыми, кто понял один из важнейших законов математики? Эта табличка Плимптон 322, вавилонский глиняный документ, созданный примерно в 1800 году до нашей эры. Ссылку на фотографии оригинальной таблички и ее описание в Колумбийском университете я оставил в описании под этим видео. Она появилась задолго до рождения Пифагора, имя которого сегодня связано с известным каждому школьнику правилом о сторонах прямоугольного треугольника. Но когда исследователи начали переводить древние числа, они обнаружили нечто неожиданное. За этими символами скрывалась математическая структура, которую невозможно было объяснить простой случайностью. Древний писец каким-то образом получил последовательность чисел, связанных с тем самым геометрическим принципом, который позже стал одним из символов греческой науки. Но если вавилоняне знали это раньше, почему история запомнила имя Пифагора, а не неизвестного человека, который вывел эти расчеты за многие века до него? История появления самой таблички не менее загадочна, чем ее содержание. В начале XX века археологи обнаружили ее среди руин древних поселений на территории современного Ирака. После раскопок она прошла через руки торговцев древностями и оказалась в коллекции американского издателя Джорджа Артура Плимптона, который собирал редкие рукописи и древние документы со всего мира. В 1936 году его коллекция была передана Колумбийскому университету, где этот небольшой кусок глины получил новое рождение уже как объект научного исследования. Долгое время никто не понимал, насколько необычен этот артефакт. На поверхности были лишь числа, записанные вавилонской системой счета. Но когда ученые начали анализировать их расположение, они заметили закономерность. 15 строк представляли собой не хаотичный набор вычислений. Каждая из них содержала комбинации чисел, которые при определенном прочтении образуют так называемые пифагоровы тройки. Такие сочетания, где квадрат одного числа равен сумме квадратов двух других. И чем глубже исследователи изучали эти строки, тем сложнее было объяснить их простым совпадением. В одной из записей появляются числа 127 009, 13 500 и 18 541, огромные значения для древнего мира, которые требуют точного расчета. Такие результаты невозможно получить случайным подбором. Кто-то в Вавилонии разработал способ создавать подобные комбинации системно. Но кем был этот человек? Учителем математики, храмовым писцом, инженером, который решал практические задачи строительства, или автором одного из первых известных математических алгоритмов в истории человечества? В 1945 году историк науки Отто Нойгебауэр вместе с Авраамом Заксом впервые подробно показал, что за этими числами скрывается не ошибка и не случайность, а сложный математический метод. Вавилонские писцы использовали 60-ричную систему счисления, древнюю систему, следы которой до сих пор живут в нашем времени, в 60 минутах часа и 360 градусах окружности. Но самое интересное начинается именно здесь, потому что ученые до сих пор не могут дать однозначного ответа на главный вопрос: что это было на самом деле? Древнейшая таблица геометрических расчетов,
учебник для будущих математиков, практический инструмент для строительства и измерений или что-то еще, чего мы пока не понимаем? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобрать каждую строку Плимптон 312 и понять, как древние математики смогли создать то, что многие века ошибочно связывали только с именем Пифагора. Но именно здесь начинается главная проблема. Мы привыкли называть это теоремой Пифагора, однако само название скрывает важную деталь. Теорема — это не просто несколько удачных примеров чисел, это общее правило, доказанное для всех прямоугольных треугольников, без исключения. А табличка Плимптон 322, строго говоря, содержит только конкретные числовые комбинации. И вот здесь возникает главный вопрос всей этой истории. Вавилонские писцы действительно понимали общий математический принцип, который работал для любого прямоугольного треугольника, или они просто создали удобную таблицу готовых решений для практических задач – измерения земель, строительства каналов и расчета размеров сооружений. Именно вокруг этого вопроса уже десятилетия продолжается один из самых интересных споров в истории древней математики. Потому что от ответа зависит, как мы должны воспринимать эту маленькую глиняную табличку. Была ли она свидетельством появления абстрактной математики задолго до греков или всего лишь очень умным инструментом древних инженеров и учителей? В 2017 году этот спор получил новый виток, когда математики Дэниел Мэнсфилд и Норман Вайлдбергер из Университета Нового Южного Уэльса предложили необычную интерпретацию Плимптон 322. Они заявили, что перед нами может быть древнейшая из известных таблиц тригонометрического типа. Но отличие от современной математики заключалось в том, что вавилоняне, вероятно, вообще не мыслили через углы и градусы. Они не использовали привычные нам синусы и косинусы. Вместо этого они могли работать напрямую с отношениями между сторонами треугольника, с точными числовыми пропорциями, которые показывали связь одной стороны с другой. И в этом был бы огромный смысл. Современная тригонометрия часто приводит к значениям с бесконечными десятичными дробями, тогда как вавилонская система позволяла работать с удобными точными числами, которые хорошо подходили для реальных расчетов. Идея звучала революционно. Возможно, древние математики не просто знали больше, чем принято считать, а использовали другой и в некоторых случаях даже более практичный способ описания геометрии. Но эта версия вызвала серьезные споры. Многие специалисты по истории Месопотамии не согласились с тем, что табличку нужно называть древнейшей тригонометрической таблицей. Одной из главных критиков такой интерпретации стала Элеонор Робсон из Университетского колледжа Лондона, один из ведущих специалистов по математике древней Месопотамии. По ее мнению, мы можем ошибаться, пытаясь объяснить древний документ через современные понятия. Для вавилонского писца это мог быть не учебник тригонометрии и не абстрактная математическая теория, а обычный учебный материал для школы писцов. Будущие чиновники и специалисты должны были учиться работать с числами, решать задачи и выполнять сложные вычисления. А готовые числовые комбинации могли использоваться как примеры для тренировок, примерно так, как сегодня ученик решает набор подготовленных упражнений, чтобы освоить новый метод. В пользу этой версии говорит и то, что другие найденные тексты того периода показывают, вавилонские школы активно использовали подобные математические таблицы для обучения. Но тогда возникает другая загадка. Если это всего лишь учебное пособие, почему расчеты настолько сложны? Почему неизвестный писец выбрал именно такие огромные числа, а не простые примеры, понятные любому ученику? Спор продолжается именно потому, что сама табличка не дает нам прямого ответа. На ней нет рисунка треугольника, нет объяснения метода, нет ни одного слова, которое говорило бы, как именно нужно понимать эти числа. Перед нами только аккуратно расположенные строки вычислений, оставленные человеком, который жил почти 4000 лет назад. Это похоже на ситуацию, когда будущая цивилизация найдет современную таблицу логарифмов, без названия и инструкции,
и попытается понять, была ли она научным инструментом, учебником или частью какой-то другой системы знаний. И именно это делает Плимптон 322 такой необычной. Загадка заключается не только в том, какие числа записаны на глине. Загадка в том, что мы до сих пор пытаемся понять образ мышления людей, которые эти числа создали. Но чтобы приблизиться к ответу, нужно разобраться в самом механизме их расчетов. Как именно вавилонские математики почти 4000 лет назад смогли получить такие сложные числовые комбинации. И вот здесь появляется самый неожиданный вывод всей истории Плимптон 322. Даже если одна из главных гипотез о назначении этой таблички окажется неверной, сама находка все равно остается невероятной, потому что почти 4000 лет назад неизвестный вавилонский математик уже владел методом, который позволял системно получать сложные числовые комбинации, связанные с прямоугольными треугольниками. И это означает, что перед нами не просто древняя запись вычислений. Перед нами след работы человека, который умел находить скрытый порядок в числах задолго до появления привычной нам математической науки. Но здесь важно провести границу, которую часто забывают. Знать отдельные математические закономерности и создать универсальную теорию – это не одно и то же. Табличка Плимптон 322 показывает, что вавилоняне умели получать конкретные решения и использовать сложные расчеты на практике. Но она не доказывает, что они сформулировали теорему в том смысле, в каком ее позже понимали греческие математики. Именно здесь начинается главное отличие между двумя великими математическими традициями. Вавилоняне стремились создать работающий инструмент. Им нужно было измерять землю, рассчитывать размеры построек, проектировать оросительные системы и решать реальные задачи, от которых зависела жизнь целой цивилизации. Греки пошли другим путем. Их интересовало не только то, что правило работает, но и почему оно работает. Они строили систему аксиом, доказательств и логических связей, где каждое утверждение становилось частью общей картины мира. Но это не означает, что одна традиция была выше другой. Скорее, они отвечали на разные вопросы. Вавилонская математика спрашивала, как получить точный результат. Греческая математика спрашивала, почему этот результат всегда будет верным. И именно на пересечении этих двух подходов находится Плимптон 322. Возможно, вавилонский писец не создал теорему Пифагора в привычном для нас смысле. Возможно, он даже не думал о ней как о теории, но он уже работал с теми же математическими закономерностями, которые спустя столетия получили другое название и вошли в историю науки. Он не оставил доказательства, но оставил метод. Он не написал теорию, но оставил след мышления, которое стремилось превратить окружающий мир в систему чисел и отношений. И именно поэтому эта маленькая глиняная табличка так важна. Она напоминает нам, что история науки не начинается с одного имени, одного народа или одного знаменитого открытия. Знания появлялись в разных цивилизациях, иногда независимо друг от друга, иногда исчезали на тысячи лет, прежде чем снова были открыты. Египетские землемеры, китайские математики и вавилонские писцы по-разному пытались описать один и тот же мир. Мир, который подчиняется определенному порядку. Но Плимптон 322 остается особенно удивительным примером, потому что перед нами не грандиозный храм и не царская надпись, а маленький кусок глины, который пережил падение империй и сохранил момент интеллектуального открытия, чье имя мы никогда не узнаем. Возможно, эта табличка была учебным пособием, возможно, инструментом расчетов. Возможно, ее настоящее назначение мы еще не поняли. Но за 15 строками клинописи скрывается нечто гораздо большее, чем просто числа. Там находится свидетельство того, что почти 4000 лет назад человеческий разум уже пытался найти невидимые законы, которые управляют окружающим миром.
И самое захватывающее в этой истории даже не то, что такая табличка существует. Самое захватывающее, сколько еще подобных открытий могут ждать своего исследователя в музейных хранилищах, скрывая забытые главы истории человеческого мышления. Но существует еще одна часть этой загадки, о которой часто забывают. Вопрос не только в том, что написано на табличке. Вопрос в том, кто ее создал и в какой среде появились эти знания. Потому что если Плимптон 322 действительно содержит сложные математические расчеты, это означает не просто наличие одного выдающегося мыслителя, это говорит о существовании целой системы, которая могла сохранять, передавать и развивать такие знания из поколения в поколение. Считается, что табличка происходит из района древнего города Ларсы на юге Месопотамии и была создана примерно в XVIII веке до нашей эры, в эпоху расцвета вавилонской письменности, образования и государственного управления. Это был мир, где глина заменяла бумагу, клинопись была главным инструментом учета, а школы писцов играли роль центров подготовки будущих чиновников, землемеров, торговцев и специалистов по управлению сложным хозяйством огромного государства. Именно в таких школах ученики годами изучали не только письмо, но и практическую математику, расчеты площадей, объемов, расстояний и пропорций. И именно здесь возникает самый неожиданный вывод всей истории. Плимптон 322, скорее всего, не была тайным документом избранных жрецов и не скрывала загадочные знания исчезнувшей цивилизации. Ее настоящая история гораздо интереснее. Возможно, это был обычный учебный материал, часть повседневной работы школы, где будущие специалисты учились решать сложные задачи с числами. И если это так, то перед нами не исключительное озарение одного гения, а отражение общего уровня математической культуры древнего Вавилона. Представьте, сегодня мы удивляемся, что почти 4000 лет назад кто-то смог создать такую таблицу. Но, возможно, главный сюрприз заключается в другом. Для людей того времени подобные расчеты могли быть не невероятным открытием, а частью обычного образования. Археологи нашли и другие математические таблички того же периода, содержащие числовые таблицы, задачи и вычисления. Плимптон 322 выделяется среди них не потому, что является единственным свидетельством древней математики, а потому, что сохранила особенно сложную и загадочную систему чисел, которая до сих пор вызывает споры среди исследователей. Даже поврежденный край таблички стал отдельной научной загадкой. Ученые предполагают, что слева мог находиться дополнительный столбец, который помог бы лучше понять назначение всего документа. Но поскольку этот фрагмент утрачен, несколько недостающих строк способны полностью изменить наше прочтение оставшихся чисел. Это редкий случай, когда небольшой кусок древней глины влияет на понимание всей математической традиции целой эпохи. И есть еще одна деталь, которая делает историю Плимптон 322 особенно удивительной. Сама табличка долгое время не воспринималась как сенсация. После того, как ее приобрел американский коллекционер Джордж Артур Плимптон в начале 20 века, она годами находилась среди множества других древних документов. Только позже исследователи поняли, что перед ними не обычный архивный фрагмент, а один из важнейших математических текстов древнего мира. И в этом заключается главный урок этой находки. Великие открытия не всегда выглядят великими в момент, когда их находят. Иногда они лежат забытыми среди тысяч других предметов, пока кто-то не задаст правильный вопрос. Плимптон 322 напоминает нам, древние цивилизации были не просто строителями храмов и создателями мифов, они были обществами, где люди учились, считали, анализировали и искали закономерности в окружающем мире. И, возможно, самая большая тайна этой маленькой глиняной таблички заключается не в том, какие числа записал неизвестный писец, а в том, сколько еще подобных следов человеческого разума до сих пор ждут своего открытия.
Так кто же на самом деле первым понял эту математику? Пифагор или неизвестный вавилонский писец? Ответ оказывается гораздо сложнее, чем кажется, потому что Плимптон 322 не разрушает историю математики, она делает ее намного интереснее. Эта маленькая глиняная табличка показывает, что великие идеи редко появляются в один момент и принадлежат только одному человеку или одной цивилизации. Они рождаются постепенно, проходят через поколения и меняются вместе с людьми, которыми ими пользуются. Если собрать все, что мы знаем сегодня, становится ясно, вавилоняне обладали развитой математической системой задолго до появления греческой доказательной науки. Они умели работать с числами, создавали сложные вычислительные методы и передавали эти знания через систему образования, которая существовала веками. Но они не оставили нам того, что позже стало главным принципом греческой математики – строгого доказательства общего правила, работающего для любого случая. Именно это стало великим вкладом греческой традиции. Пифагор и последующие математики не просто использовали числовые закономерности, они стремились объяснить, почему эти закономерности существуют и почему они должны быть верными всегда. Поэтому Плимптон 322 не отменяет значение Пифагора и не превращает греческую математику в заимствование чужих идей. Она показывает не соперничество цивилизаций, а их продолжение друг друга. Вавилон дал человечеству точный расчет, систему счета и практический математический метод. Греция добавила к этому строгую логику, доказательства и новый способ видеть саму природу знаний. И вместе они стали частью той основы, на которой позже выросла современная наука. Самое удивительное в этой истории даже не то, что древний человек почти 4000 лет назад смог работать с такими сложными числами. Самое удивительное, что за этим стояла не магия, не тайное знание и не случайное озарение одного гения. За этим стояла целая культура обучения, где люди изучали закономерности мира через наблюдение, расчет и поиск порядка. Сегодня Плимптон 322 выглядит всего лишь небольшим кусочком обожженной глины. Но когда-то на ней работал человек, который пытался понять устройство мира через числа. Мы никогда не узнаем его имени. Мы не знаем, кем он был – учителем, учеником или обычным писцом. Но благодаря этой табличке, спустя 1000 лет, мы можем увидеть момент, когда человеческий разум уже искал невидимые правила, скрывающиеся за окружающей реальностью. И, возможно, именно в этом заключается настоящая ценность археологических открытий. Они не просто рассказывают нам о прошлом, они напоминают, насколько мало мы еще знаем о пути, который человечество прошло до нас. Если вам было интересно узнать, как одна небольшая глиняная табличка смогла изменить наше представление об истории математики, напишите в комментариях, как вы считаете, Плимптон 322 была древнейшим математическим справочником или все-таки первым шагом к настоящей тригонометрии? Поставьте лайк, если хотите больше разборов загадочных находок, которые действительно меняют историю, и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые документальные расследования о забытых знаниях прошлого.